Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой красивый, изящный, нежный джемпер от французских дизайнеров Сезанн. И, в общем, понравился мне этот джемпер, давно на него смотрю, схемы нет. И я ее сама по картинке воссоздавала, да, поэтому схема у нас будет. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. В нашем мастер-классе есть схема, выкройка. Мы будем вязать с вами образец узора, и мы будем с вами расчеты все от нуля делать. Поэтому всем, кому интересна эта модель, сейчас я покажу вам пряжу, которую я выбрала. У девушки, видимо, это мохеровая пряжа. Я же хочу вам предложить пряжу из вискозного шелка и нежного мериноса. А для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Yarn Art Silk Royale, 50 грамм, 140 метров, 35% шелка, 165 шерсти мериносовой. Так, про шелк. Постоянно мне говорят, что я неправильно говорю. Это шелк. Это натуральное волокно вискозное. Вот так. Переводится как шелк. Цвет 441. В общем, турецкая пряжа. Очень хорошего, мягкого качества. Ниточка пушистая немножко. Не знаю, видно, передает ли эта камера или нет. Очень приятная и на цвет, и на ощупь, да, такой нежный розоватый цвет слегка, бежевато-розоватый, да, и очень такая на ощупь она нежная, воздушная, получается полотно вязаное. Вот. Здесь у меня 3 раппорта в высоту и 1 раппорт в ширину, плюс ажурные дорожки по бокам. Вот. В общем, мои хорошие, я сейчас вам покажу эту схему. И будем мы с вами выкройку, расчеты, как обычно, определяем плотность. Все для того, чтобы вы без всяких проблем начали вязать. Итак, схема у нас выглядит вот таким вот образом. Нарисовала я ее от руки, но надеюсь, она будет вам понятна и доступна. Для большего, как говорится, вашего удобства, я размещу эту схему в своем профиле в Одноклассниках. Ссылочка будет под видео. Итак, мои хорошие, обратите внимание на условные обозначения. Сейчас я увеличу эту схему. Смотрите. Значит, как всегда, кружочек – это накид. Горизонтальная черточка – это изнаночная петелька. Вертикальная черточка – это лицевая петелька. Там, где у нас нет никаких петелек, пустой квадратик, значит, петли здесь нет. Вот этот треугольничек с такой черточкой поперечной, это 2 вместе изнаночной. И, соответственно, вот такой треугольничек, это 2 вместе лицевой. Здесь без наклонов, девочки, как вот нарисовано, так, как удобно, так и вяжите. Теперь, что касается вот этой вот петельки, я ее не знаю, как выделить. Это у нас петля вяжется лицевая в прокол, то есть в следующий ряд. То есть не как мы обычно вяжем лицевую, да, а опускаемся на ряд ниже и оттуда вытягиваем петельку. Называется в прокол вязание, да. Ну, в общем, все, собственно, вот все у нас условные обозначения. И смотрите, есть такой нюанс, который я хотела бы обязательно вам заострить внимание. Раппорт у нас вот этого ажурного узора на 23 петлях, вот то, что я вам сейчас показываю, обведено красным. Значит, 23 петли и 14 рядов в высоту. В схеме у нас данный как
значит, лицевые, так и изнаночные ряды, да. Смотрите, здесь в схеме лицевые ряды как на нас смотрят, да, а изнаночные ряды, в общем, эта схема для кругового вязания, как бы, да, удобно будет по ней вязать. У нас будет спинка и перед вязаться отдельными частями, но при желании вы можете вязать круговые спицы взять. Вот. И, в общем-то, здесь вам в изнаночных рядах автоматически придется перестанавливать вот эти наши петельки лицевые, изнаночные. Но это несложно, тем более я с вами вяжу порядно, поэтому вам будет это доступно и понятно. Так, мои хорошие, ну, собственно, вот все, что я хотела вам по схемочке сказать. Это ажурная дорожка справа на 4 петельках, ажурная дорожка слева на 4 петельках. Как вязать двойной накид, я тоже рассказываю в своем мастер-классе. Все, кто со мной дальше, смотрим выкройку. Вот так выглядит выкройка. Это 44-46 размерчик. Свободное облегание у нас. Обычная классическая выкройка с проймой, окатом рукава округлым. В общем, девочки, единственное отличие, которое я сделала, я не стала делать вот этот скос, да, плеча. У меня здесь прямой такой плечо, и, соответственно, я увеличила вот здесь на 1,5 сантиметра ширину, высоту проймы, да, и, соответственно, здесь у меня тоже на 1,5 сантиметра увеличилась величина. Ну, вернее, да, ну, на 1,5. Вот такая особенность. А так я вязала, значит, делала вам описание один в один, как здесь на выкройке. Так, что касается одной особенности этой модели, сейчас я вам покажу ее, да, вы видели, как выполнена спиночка, интересно, да, вот видите, здесь у нас такой вырез идет и пуговичка, да, поэтому это на любителя. И спиночка у нас отличается от переда узорчиком. По центру у нас, видите, просто резиночка 1 на 1 вяжется, да, то есть мы выбрасываем наш центральный ажурный мотив на 31 петельке вместе с ажурными дорожечками. И вот такая вот у нас получается песня. Просто ажурная резиночка. И здесь разрезик. Об этом я буду указывать, в общем-то, в своем описании. Так, с этим мы разобрались. У рукавчика тоже будет только центральный мотив. И далее я предлагаю вязать изнаночную или лицевую гладь, как вы захотите. Так будет удобнее, потому что, чтобы не запутаться нам с этими накидами, 2 вместе, накид. В общем, так будет проще, мои хорошие. Что касается описания. Сейчас я вам, как всегда, его покажу. Оно будет под видео располагаться. Размеры у нас российские. 44-46. Состав пряжи вы уже видели. Приблизительно 400-450 грамм уйдет. Плотность мы определяем в конце видео, когда уже свяжем образец. И я уже буду рассказывать, как распределять узоры, как рассчитывать плотность. В общем, как обычно у нас идет с вами постановка нашего мастер-класса. Описание вязания. Спицы 3,5. И, в общем, здесь все попетельно, я рассказываю, показываю. Для чего нужна вертикальная плотность, девочки? Обязательно посмотрите в конце видео, я на этом заостряю внимание, мы ее рассчитываем, и я рассказываю вам, как ее применить по выкройке. Это нужно для того, мои хорошие, чтобы наше изделие после стирки не вытянулось. Тем более такой волнистый узор, который у нас с вами используется в этой модели, он очень склонен к тому, что после стирки он очень сильно вытянется. Так, поэтому, чтобы этого не допустить, мы будем с вами учитывать вертикальную плотность. Вот она у нас определена здесь. Итак, мои хорошие, приступаем к вязанию образца. И для вязания образца я набирала 33 петли. Это ажурные 2 дорожки, 8 петель, центральный мотив, 2 кромочные. И начинаем с вами вязать первый ряд. 4 петли, это вот эта ажурная дорожка у нас справа и слева. Так, и мы начинаем. Начинаем вязать первый ряд.
И у нас ажурная дорожка на 4 петельках. 2 вместе лицевой, 2 накида подряд и опять 2 вместе лицевой. Дальше идет центральный мотив по центру. Вяжем 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее у нас идет с вами по центру петля лицевой. Мы будем ее вязать, но за предыдущий ряд. Смотрите, петля идет не вот так, как мы обычно вяжем, да, а в предыдущий ряд вывязываем петельку, а эту снимаем, как в патентной резинке. Дальше опять 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И снова ажурная дорожка. Ажурная дорожка 2 вместе лицевой, 2 накида, 2 вместе лицевой. Кромочную вяжем изнаночной. Так, связали. Второй ряд. У нас, смотрите, на схеме я показываю только как бы будет смотреться с лицевой стороны, поэтому петельки в изнаночных рядах будем наоборот переворачивать, да? Понимаете? То есть там, где у нас написано изнаночный, значит лицевые в Второй ряд вяжем. Схему будем читать слева направо. Сейчас у нас ажурная дорожка, и вяжется она как 4 изнаночные. 1, 2. А вот смотрите, двойной накид я провязываю. Можно двумя способами. Значит, можно изнаночную за переднюю, за заднюю стенку и изнаночную за переднюю стенку провязать. А можно провязать как изнаночная, лицевая. А так вообще 4 изнаночные, да? Так, дальше у нас идет с вами здесь 11 идут лицевых. Изнаночная. Снова 11 лицевых. Одиннадцать, да, и опять 4 изнаночные ажурные дорожки. Вот можно, видите, можно как двойной накид провязать как изнаночная, лицевая, двумя способами. Так, а так вообще-то 4 изнаночные идут у ажурной дорожки в изнаночном ряду. Все, в ажурной дорожке раппорт будет повторяться постоянно с первого ряда. С первого по второй, с первого по второй. И вот мы вяжем с вами третий ряд. И у нас опять то же самое. 2 вместе лицевой, 2 накида, 2 вместе лицевой. Все. И начинаем третий ряд центрального узора. Вяжем 2 вместе изнаночной, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе изнаночной. И вот эту лицевую вяжем в протяжку предыдущего ряда, вот так, и скидываем. Так, и опять идут 2 вместе изнаночной, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе изнаночной и 2 и ажурная дорожка, 2 вместе лицевой, двойной накид, 2 вместе лицевой, кромочную вяжем изнаночной. Провязали с вами третий ряд. Переворачиваем. Сейчас нас будет интересовать 4-й ряд.
Ажурная дорожка. Начинаем мы ее 4 изнаночные вяжем. Так. И, значит, здесь у нас идут 2 вместе лицевой, а затем идут изнаночные. 1 изнаночные, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 изнаночных, затем идут 2 вместе лицевой, изнаночная, снова 2 вместе лицевой и опять 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 вместе лицевой и ажурная дорожка, 4 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Так, сейчас у нас будет 5-й ряд. В 5-м ряду ажурная дорожка, так же как и в первом. Значит, кромочная, 2 вместе лицевой, двойной накид, 2 вместе лицевой. Дальше вяжем 2 вместе изнаночной. Так, дальше вяжем 1 лицевыми петельками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, 9 лицевых и 2 вместе изнаночной. Затем вот сюда лицевая у нас идет в предыдущую петлю, вот под низ делаем, да. Дальше опять 2 вместе изнаночной, лицевые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, опять 9 лицевых, 2 вместе изнаночной и ажурная дорожка, 2 вместе лицевой, двойной накид, 2 вместе лицевой. Кромочная вяжем изнаночной. Связали. 6-й ряд. Так, в 6-м ряду ажурная дорожка вяжется как 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Так, и, значит, опять у нас идут 2 вместе лицевой. Так, 2 вместе лицевой провязали. И дальше вяжем изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночный накид, изнаночный накид, изнаночная, накид, изнаночная и 2 вместе лицевой, изнаночная, снова 2 вместе лицевой, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой и вяжем 4 изнаночные ажурные дорожки. У нас должно быть 6 накидов, девочки. Все время 6 накидов должно присутствовать. Можем проверить. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, везде, тут, а здесь в этой половине 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все отлично. Правильно связали. 7-й ряд вяжем. 7-й ряд. Ажурная дорожка, 2 вместе лицевой, двойной накид, 2 вместе лицевой. И вяжем с вами в 7-м ряду, значит, 2 вместе изнаночной и лицевые петельки. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 2 вместе изнаночной. Лицевая в предыдущий ряд вывязывается, 2 вместе опять изнаночной и лицевые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 вместе изнаночной и ажурная дорожка, 2 вместе лицевой, двойной накид, 2 вместе лицевой, кромочная, изнаночная. Так, у нас с вами 8 ряд вяжется. 8 ряд. Вяжем. Значит, у нас сейчас будет ажурная дорожка, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем 2 вместе лицевой и изнаночный вяжем. 1 изнаночный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем 2 вместе лицевой, изнаночная, 2 вместе лицевой и опять 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 вместе лицевой, ажурная дорожка, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной. Вот таким образом. Так, далее у нас идет 9 ряд. 9 ряд. Ажурная дорожка в начале. 2 вместе лицевой, двойной накид, 2 вместе лицевой. Далее вяжем с вами 2 вместе изнаночной. Так, и идет лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая в предыдущий ряд, опять 2 вместе изнаночной, лицевая и опять накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид, лицевая и 2 вместе изнаночной. И ажурная дорожка 4 вместе, 2 вместе лицевой, двойной накид, 2 вместе лицевой, кромочный вяжем изнаночный. Так, 10 ряд изнаночные вяжем. Ажурная дорожка 4 изнаночные. Затем 2 вместе лицевой. И идут изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И далее идут 2 вместе лицевой, изнаночная, 2 вместе лицевой и опять 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 вместе лицевой, 4 изнаночные ажурные дорожки. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной. Так, у нас с вами 11 ряд вяжется. Сейчас в 11 ряду вяжем ажурная дорожка. Вяжем как 2 вместе лицевой, двойной накид,
2 вместе лицевой. И здесь опять 2 вместе изнаночной. И лицевые петельки пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 вместе изнаночной. Лицевая в предыдущий ряд. 2 вместе изнаночной. И опять 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 вместе изнаночной. И ажурная дорожка. 2 вместе лицевой, двойной накид, 2 вместе лицевой. Кромочный, изнаночный вяжем. Так, у нас идет 12 изнаночный ряд. Вяжем 4 изнаночные, это ажурная дорожка. Итак, и теперь у нас идут с вами 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Изнаночная. И опять 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И ажурная дорожка 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Кромочный вяжем изнаночный. Отлично. Так, теперь у нас с вами 13 ряд лицевой. Опять ажурная дорожка в начале вяжется. 2 вместе лицевой, двойной накид. 2 вместе лицевой. И наш ажурный узорчик вяжется как 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Затем идет лицевая в предыдущий ряд. Снова 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше идет ажурная дорожка. 2 вместе лицевой, двойной накид, 2 вместе лицевой, кромочная, изнаночная. В 14 ряду вяжем ажурная дорожка 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Дальше идут лицевые петельки. 11 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Изнаночная. И опять 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ажурная дорожка 4 изнаночные вяжем. 1, 2, 3, 4. Кромочный вяжем изнаночный. Итак, вот у нас с вами раппортик полностью связан. Начинается повтор с первого ряда. Вот, и все, собственно. Вот так выглядит наш узор для этой кофточки. Схема, конечно, у меня оставляет желать лучшего, ее понятность, да? Сейчас наша задача с вами сделать влажную тепловую обработочку и посчитать плотность вязания. Так, и сейчас мы вот так с вами очень энергично растянем нашу красоту. Она влажненькая, хорошенькая такая, тянется хорошо. Так.
И пусть она у нас вот в таком расправленном, максимально расправленном виде сохнет. Итак, у нас с вами в ширину получился образец. По линеечке меряем 18,5 сантиметров. И мы набирали 33 петли. Я 33 петли поделю на 18,5. Получаю 1,78. Так и запишем, что у нас с вами в одном сантиметре 1,78 петель. И по вертикали также померяем сейчас, сколько у нас тут. У нас волнистый край, поэтому будем мерить таким вот образом. Так, по волнистости у меня получается 20 сантиметров, а во впадине получается 19. То есть получается, будем среднюю брать, 19,5 сантиметров. И смотрите, девочки, у меня, значит, 14 рядов раппорт, да, и у меня тут 3 раппорта было, 3 раппорта участвовало. Поэтому мы сейчас с вами 14 рядов умножим на 3. Это будет 42, и 42 поделим на нашу длину измеренную 19,5. Вот, получается 2,15. Я записываю, что в одном сантиметре по вертикали 2,15 рядов. Вот так. Вот такие цифры, две основополагающие будут сейчас по выкройке. Мы будем делать с вами индивидуальный расчет. Итак, смотрите, мои хорошие, вот такая у нас выкроечка будет использоваться. 44-46 размер. С окатом рукавчик у нас идет. Пройма, как обычно, классический вариант. И вот так, значит, построение у нас будет узора. Во-первых, нам надо определиться, сколько петелек нам с учетом плотности набрать, да? Смотрите, у нас 50, то есть довольно свободное облегание джемперок. То есть мы с вами 50 сантиметров спинки ширины умножаем на 80. Так, умножаем на 1,78. Получаем 89 петель. 89 петель. Теперь наша задача красиво все это распределить. Спинку пока рассматривать не будем. Берем с вами перед. Да? Перед. 89 петель. И я их уже как бы располагаю вот таким образом, мои хорошие. Я всегда так рисую схематично, чтобы было понятно. Смотрите, по центру, естественно, как вы видели на джемпере, идет вот этот вот центральный мотив. Он у нас с вами в совокупности вместе с ажурными дорожками, вот этот вот узор, да, который мы с вами вязали, это 31 петля плюс покромочную еще добавляли, поэтому было 33. Вообще 31, да? Поэтому мы эту 31 петлю вот сюда в центр включаем. Я пишу 31 петля. Да, вы понимаете, что это прям вот целиком то, что мы с вами вязали без кромочных. Так, отлично. Далее, если вы внимательно посмотрите на джемпер, вы увидите, что там вот это вот наша в прокол лицевая, она тоже здесь вот по ажурной дорожке идет еще. После ажурной справа и слева от центрального мотива. Я ее пишу. Одна лицевая в прокол, одна лицевая в прокол, да, который мы на ряд ниже делали. Помните лицевой? Так, вот. Они у нас идут после ажурных дорожек. Справа, слева симметрично. Ну и еще раз берем этот наш мотив с вами по 23 петли. Этот мотив. После этой ажурной, после вот этой лицевой в прокол еще берем 23 ажурная дорожка. Ой, не ажурная дорожка, а вот этот вот без ажурных дорожек наоборот берем, да, вот этот по 23 справа, 23 слева, то есть центральный мотив у нас без ажурных дорожек занимает 23 петли. Вот мы его сюда добавили. Так,
И еще кромочные надо нам с вами обязательно вставить справа-слева. И считаем. Смотрите. Сейчас должно все получиться. Центральный у нас получился 31. Плюс 2 петли, эти лицевые в прокол вяжутся. Плюс 2 раза по 23, это 46. Правильно? Плюс 2 кромочные. 81. Еще раз. 31 плюс 2 плюс 23, 23, 46 плюс 2 кромочные. Получаем 81. Не хватает 8 петель. Но это наша ажурная дорожка справа, и ажурная дорожка слева. По 4 петли. Правильно? Правильно. Вот я их вставляю сюда. 4 сюда, 4 сюда. И получается как раз наш недостающий 89 петель, мои хорошие. Вот и все. Вот такой расклад попетельный, да? 31 петля центральный мотив. 2 петли добавляются после ажурных дорожек лицевые в прокол. Затем 23 центральный мотив справа-слева. По ажурной дорожке добавили справа-слева. Крайне справа, крайне слева, да? И кромочные. Все, 89 петель. Вот так у нас будет выглядеть расклад узора по переду. У спинки, как вы видели, идет резиночка 1 на 1. В том месте у нас по спинке идет вот такой вырез небольшой, да? И здесь у нас вот этого вот красоты нет. Вот этой красоты нет центральной. Здесь идет резиночка. Так что я также буду объяснять. То есть я изыму вот эти 31 петлю. Вернее, это получается, уберу я вот эти вот 33 петли. И у нас вот тут пойдут ажуры наши. Вот этот узор красивый, да? Павлиний хвост наш пойдет справа-слева. Вот. Пойдут также у нас, останутся ажурные дорожки. И только вот эти 33 петли, они у нас не будут участвовать. Хотя, мои хорошие, вот эти вот лицевые, наверное, можно оставить в прокол, который вяжется. Это будет красиво смотреться, как считаете, да? Давайте их оставим, пусть остаются. Так, в общем, вот так. То есть решили 31 убрать петлю и вместо нее вязать резиночкой 1 на 1. Можно вязать резиночку не 1 на 1, как в нашем понимании, да, а изнаночная будет обычно вязаться, а лицевой тоже вязать вот так в прокол, да, может быть, тоже будет красиво смотреться. Ну, в общем, вы на свое усмотрение, мои хорошие, я вам даю вот рекомендации, а вы как хотите. Я буду писать резинкой 1 на 1, но вы можете вот ее вот так вязать, лицевую в прокол с лицевой стороны. Так, все, с этим мы разобрались. Теперь давайте более детально пройдемся по выкройке. Смотрите, сколько у нас придется с вами на плечо. Я вообще этот вот скос не люблю. Давайте вот такая у нас будет выкройка с прямым плечом. Да? Не имеет смысла нам вот такой малюсенький скос делать плеча. Вот так оставим. Это 1,5 сантиметра. Мы их в рукавчик лучше добавим. Будет у нас рукавчик 19,5. Вот здесь, в пройме. Так. И здесь, соответственно, тоже добавим 1,5. Здесь будет 18. Так, а здесь будет 19, получается. Вот. Немножечко мы с вами видоизменили. Я именно так буду расчет строить свой. Так, и начинаем. Значит, сколько петель придется на горловину? Всегда с этого начинаем. Вот у нас горловина 18 сантиметров ширина. И мы знаем плотность. Вот мы 18 сантиметров в ширину умножаем на 1,78 плотность. Получаем 32 петли. Я пишу 32 петли, вырез горловины. Плечо 10 сантиметров, да? Я пишу 10 умножить на 1,78 плотность. Это будет 17, ну 18 петель, скажем так. 18 петель. Дальше. Сколько у нас будет глубина проймы? Вот 6 сантиметров
она по выкройке указана, мы 6 умножим на 1,78, получим 10 петель, да? Ну, напишем 10, там, может быть, 11. Давайте посчитаем, как нам лучше быть. Нам надо, чтобы в сумме все это совпало, получилось 89. Поэтому делаем контрольный, так сказать, расчет. Горловина 32 плюс по 11 петель пройма, то есть это 22 справа-слева, плюс 22. И равно 54. Так, а нам 89, да? То есть нам надо, чтобы было нечетное число, например, по горловине 31 сделать. Или, знаете, давайте горловину сделаем 33, а плечики у нас будут по 17 петелек. Поуже их сделаем. Так, и сейчас вот такой делаем расклад. Значит, 33 петли горловина плюс 34 петли, их 2 плеча, плюс 22 пройма, 89. Все в сумме сошлось, мои хорошие. Контрольный расчет сошелся. Вот такой расклад у меня получился по петельной. Так, теперь что касается, переходим на рукав. По низу рукавчик у нас идет с вами 13,5 по выкройке. Это будет 27 сантиметров умножить на 1,78. Ну, здесь, конечно, резинка будет идти 48 петель. Это в узоре, девочки. Резинка всегда бывает значительно меньше, да, там, ну, допустим, 40 петель пусть будет, да, по резинке. Потом равномерно прибавим в последнем изнаночном ряду. Вот у нас 48 петель. Нам надо также ажурный узор наш расположить на 48 петлях. Здесь очень большой выбор фантазии, как мы будем. Но опять-таки центральный мы неизменно его оставим, да, 31 петля наша. Вот, а дальше можно, девочки, пустить либо изнаночную гладь, да, либо продолжать по узорам вязать. То есть, ну, там будут у нас путаница будет. Я предлагаю просто изнаночную гладь. По центру будет ажур, и с двух сторон изнаночная гладь. Иначе будет путаница. Или лицевая гладь, как хотите. С двух сторон. То есть, смотрите, какое у меня предложение. 48 петель. Давайте 49 сделаем. Потому что у нас 31 петля идет. Центральный мотив. Нечетный, да, должно быть. Так, и 49 петелек. Отнимаем 31, получаем 18. По 9 петель слева и справа. Хотите изнаночную гладь, хотите лицевую, да, по 9 петель. То есть я вот тут сейчас нарисую рукав, да, 31 по центру идет. 31 это вот наш узор, который мы с вами вязали вместе с ажурными дорожками. Так. 31 и по 9 петель изнаночных справа, 9 изнаночных слева. Из них, вернее, знаете, получается по 8 изнаночных справа, слева. Из них берем кромочные справа, кромочные слева. Итого 49 петель. И сейчас от 49 петель нам нужно посчитать скос, сколько прибавок сделать. В самую широкую часть рукава сейчас мы распределим петли. Значит, у нас 19 сантиметров получается ширина рукава. И мы эти, значит, с вами 19, это половинчатый размер, то есть 38, да, умножаем на 1,78 плотность. На рукавчик приходится 67 петель. И вот смотрите, мои хорошие. Значит, вычитаем с вами из широкой части узкую часть попетельно. 67 петель отнять 49 петель. 18 петель у нас с вами. Мы должны прибавить в совокупности по скосу. И это симметрично, значит, 9 справа, 9 слева. То есть плюс 9 справа, плюс 9 слева. Скос. То есть
мы должны с вами на высоте, вот смотрите, 39 сантиметров по рукаву до оката прибавить по 9 петель справа, по 9 слева. Теперь наша задача стоит, как это сделать равномерно и симметрично. То есть прибавки должны идти справа и слева одновременно и через какое расстояние. Для этого нам понадобится вертикальная плотность. Мы ее тоже определяли. 2,15 ряда. У нас с вами, вот мы с вами эти сантиметры сейчас также переведем в ряды. 39 сантиметров высота умножим на 2,15. Мы получим с вами 84 ряда. Я пишу 39 сантиметров, это 84 ряда. Да? И теперь вот эти 84 я разделю на 9 петель. 84 поделить на 9. 84 это ряды. 9 это петли. Получаем вот приблизительно через 9 рядов. Мои хорошие, будет у нас идти одновременно прибавка справа и слева. Я пишу через 9 рядов. Вот такая вот у нас арифметика получилась. Через 9 рядов. Так, с этим мы тоже определились. То же самое касается вертикальной плотности, когда мы будем вязать с вами перед и спинку. Обязательно это надо учитывать, потому что, обратите внимание, у нас также например, вот вы связали резинку, вяжете узор, вот написано до проймы 36 сантиметров. Это не 36 сантиметров, которые вы мерите линеечкой. Это ряды. Вы считаете в рядах. 36 сантиметров мы умножим с вами на нашу вертикальную плотность 2,15 и получим, вот видите, 78 рядов, грубо говоря. 78 рядов у нас с вами до проймы. После делаем убавки по пройме, да, вяжем далее. Опять-таки меряйте не в сантиметрах, вот у нас высота, да, до плеча 19,5, нет, не 19,5. Опять умножайте на плотность вертикальную и знаете, что столько-то еще рядов вам до закрытия петель плеча вязать. Понимаете, мои хорошие? Вот так надо, чтобы после стирки ваше изделие не стало очень длинным, как и очень широким. Поэтому мы еще все эти плотности и учитываем. Вот и все. В принципе, вот такая арифметика. Общая длина нашего изделия. Сейчас я вам скажу, какая будет. Значит, смотрите. 3 это планка, плюс 50 это до выреза горловины переда, плюс 3,5 это вырез горловины переда и плюс 2 вырез горловины спинки. Общая высота 58,5 по выкройке. Смотрите, 58,5 сантиметров высота изделия. И мы ее также давайте измерим в рядах. Умножить на 2,15. Давайте посмотрим, сколько это получится. Умножить на 2,15. Это получится 126 рядов. Вот. Вот таким образом, девочки. То есть, смотрите, если грубо так посчитать, вот у нас идут с вами 78 рядов до проймы. Но здесь вот у нас резиночка 3. Ну, у резинки обычно другая бывает плотность, чем у узора, да. Ну, предположим, 2 у нас, да. То есть, вот вы свяжете на резинку, у вас уйдет 6 рядов. Так, и резинку можете повыше сделать, не обязательно 3 сантиметра. То есть, смотрите, мои хорошие, какой расклад, сколько у вас придется на пройму рядов при нашем раскладе, при нашем расчете. Вычитаем 126, общая длина изделия, 126 ряда. Отнимаем 78 петель до проймы узором. Отнимаем 6 петель резинки, 6 рядов резинки, да? И получаем 42 ряда приходится на пройму, мои хорошие. А теперь можно даже проверить, что у нас получится. 42 ряда.
19,5 у нас, 19,5 умножить на плотность 2,15. 42 ряда. Видите? Ну, округляем, естественно. 42 ряда. Все совпало, мои хорошие. Вот такая вот арифметика. В принципе, очень простая, как в первом классе, да? Ну, во втором, может быть. Так, все это я изложу вам в письменном виде и под видео выложу. Все вот эти вот наши расчетики, да, смотрите, пользуйтесь. Для вашего удобства все, мои хорошие. И я вам желаю удачи, чтобы все у вас связалось и все у вас носилось с удовольствием, чтобы все получилось. До новых встреч!